Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, коридор затмений. Солнечное затмение 14 октября и лунное затмение 28. Вот давайте узнаем, что произойдет в октябре, как изменится моя жизнь или как повлияют на меня, на вас, мои дорогие Овны, вот эти затмения. Какие вопросы, может быть, встанут на повестке дня или что наиболее активно будет проигрываться. Я уже подготовила колоду карт. Мы достанем... Первая карта будет называться так. Если мы рассматриваем солнечное затмение, и это ведь у нас та энергия, когда мы чего-то хотим осуществить. Это наше, в принципе, желание. Желание что-то совершить или то, что мы планируем. Это есть где-то посыл нашего эго, к чему мы стремимся. А вот как раз лунное затмение по Луне – это всегда эмоция или какая-то ситуация, которая нас возвращает в прошлое. И это не для того, чтобы мы из прошлого что-то притянули в свою жизнь, но мы находимся вот в этом каком-то балансе или пытаемся его установить. Нужно ли нам что-то продолжать в будущем? Наверное, в целом, чтобы какой-то итог, если подвести, торопиться определенно не стоит, потому что у нас как Юпитер, так и Уран находятся в знаке Тельца до 31 декабря и в ретро-движении. И хотим мы или нет, нас будут еще до конца года ситуации разные возвращать назад. Что-то мы еще будем переосмыслять. Сказать, что мы, даже если примем какое-то однозначное решение «да» или резко кому-то мы скажем «нет», что мы будем избавлены вот от этих сомнений, я не могу, правда. Скажем «нет», будем думать, а может, надо было сказать «да». И наоборот, вот такая ситуация. Вселенная нас учит жить по своим правилам. И мы где-то, с одной стороны, не должны бояться своих желаний, мы не должны себя как будто в угоду чему-то подвинуть. Но если, может быть, если мы говорим про отношения, например, да, то нужно разобраться детально в том плане, что же это, каков этот итог. Или можно еще что-то спасти, если мы говорим отношения, правда? Или это уже кризис, как финальный аккорд, финальная точка. Вот тут каждый решает сам. Первая карта, это будет как олицетворение, мы положим солнечное затмение. Или 14 число, первая дата. И 28 октября, это у нас лунное затмение. И мы достанем еще одну карту, положим ее как будто между. Это будет означать важное событие или что будет в центре внимания между этими двумя затмениями. Неожиданности этого периода, с чем мы можем столкнуться. Именно вот на том больше поприще, которое будет касаться сфер жизни, которые проигрываются между двумя затмениями. Итак, неожиданности. Если мы говорим ось отношений и финансов наиболее активно, как раз нами могут быть пересмотрены, тогда мы спросим, что же с отношениями, да, в этот период может меняться, или что мы сами будем ставить под сомнение. Финансы. Спросим, что будет помогать. И достанем совет от карты или что будет дальше. Итак, если говорим про солнечное затмение или 14 октября, движущая сила, прогрессивная сила, вопросы заработка, вопросы, кстати, стабильности. Посмотрите, в целом-то ведь у вас очень благополучный период. У нас, конечно, могут быть тысячи сомнений, нас могут терзать какие-то вопросы нерешенные, но в целом, посмотрите, на самом деле у вас сейчас как будто есть какая-то база, есть то, от чего мы можем оттолкнуться. И когда девятка выпадает, нам говорят, ты вообще не торопись, потому что тут помимо твоей воли и желания вокруг вас какие-то будут обстоятельства, может быть, как раз, которые подведут к какому-то итогу. Или это как какие-то события приходят с новостями, и вы тоже с чем-то определитесь, именно благодаря тому, что мы видим какую-то ситуацию отстраненно или такой, какая она есть. Но это девятка пентаклей, это когда мы, правда, материальным положением своим довольны. Или это то, что мы хотим осуществить. Может быть, это вы будете добиваться какой-то финансовой стабильности, и у вас уже есть какой-то план. Или вы просчитываете разные планы. Давайте откроем лунное затмение.
Вот, наверное, на этой оси между затмениями будут действительно, как нам говорят, впереди перемены. И вот нам выпадает колесо фортуны, а это не что иное, как перемены. И в этой колоде карт это какие-то возможности. Здесь больше как карта шанса. Нам карта говорит, что мы рассчитываем сами на себя. И мы себя не подвергаем риску. И в азартные игры где-то мы тоже не играем. Здесь, если и есть какой-то риск, это даже не риск, а это, знаете, просчет какой-то должен быть, детальный. Когда мы понимаем, что если что-то пойдет не так, что мы будем предпринимать, как будем ретироваться, как будем выходить из какой-то сложной ситуации или создавшегося положения. Но как будто чего-то мы не сможем отменить, овны, дорогие. Правда, по этой карте нужно действовать быстро и как будто пока мы не провзаимодействуем с предложением или с каким-то событием, или с какой-то новостью, может быть, информацией, мы не будем наверняка знать, это нам нужно или нет. У кого-то возврат из прошлого может означать ситуации по работе. Может быть, если прежде вы от чего-то уже отказались по волне какого-то импульса, может ведь такое быть, правда? Нас может вернуть ситуация к тому, что, ну, где-то с чем-то поторопился или поторопилась, поспешила. А может быть, есть смысл как будто заново начать. Вот и такие для кого-то мысли тоже могут посетить вас. Давайте мы уже узнаем тогда, что же важное событие или что в центре внимания для кого-то из вас, правда, работа, работа или переезд далеко. Может быть, это связано с релокацией офиса или вы смените работу, которая будет означать, допустим, прежде какой-то это был магазин просто конкретный, а теперь вы перейдете в работу в интернете, интернет будет магазин. Как будто есть какая-то реструктуризация, что-то вы все равно будете менять. Вам захочется более современных, может быть, условий работы, или вас заинтересует какой-то проект. По этой карте вообще работа как с информацией, с большим объемом информации, так и с количеством людей. Работа, связанная с перемещениями, может быть такое, с командировками. Или когда мы фриланс, сами на себя, удаленно где-то. По этой карте и ваш переезд или может сам по себе тоже проиграться. Может быть, вы будете думать, найду ли я работу в новой местности, если переезд ваш не связан именно с подвижками какими-то по вашей работе. Но вообще это карта заслуженного успеха. Какой-то заслуженный успех, что-то вы уже делали, мои дорогие овны, и делали вы это правильно. И если прочитать все три карты, мы сказали стабильность. А это тот успех, который, ну, не прямо понятно вот сейчас, заслуженного успеха. Это то, что мы заслужили, к чему-то мы приложили усилия, чем-то мы занимались. И по этой карте приходит успех. Он не будет где-то в октябре. Может быть, это есть какая-то отсрочка, но это то, что у нас как будто хватает мужества идти вперед, а это как раз про вас, очень символично. И мы добиваемся того, что мы себе словно в план поставили. Успех какой-то нам обеспечен. И более того, какие-то есть перемены, которые для нас новые возможности означают. Или расширяют горизонт нашей деятельности, или расширяют горизонт как-то через личную жизнь. Есть, значит, какая-то составляющая, даже если мы говорим про отношения, есть какая-то составляющая в ваших отношениях, которая может буквально держать. Или какое-то новое предложение с какими-то новыми вариантами сотрудничества. Такое тоже может быть. Давайте мы узнаем неожиданности этого периода. Еще одна девятка. И нам говорят, два существует только направления, на которые мы обращаем внимание, где-то откликаемся. Первое, это когда, чтобы чего-то не упустить, ну, наверное, как по колесу фортуны, какую-то, словно, удачу или какое-то ценное предложение, или просто возможность. Может быть, это ваше какое-то решение, когда я чувствую, что если сейчас я приступлю к осуществлению вот этого плана, проекта, моей какой-то идеи, то у меня получится. Вот тогда мы как будто действуем, и у нас действительно что-то складывается в плюс. И второй момент – это когда нам что-то угрожает. Самое главное по этой карте – держать все под контролем. Раз.
и быть готовым к переменам, ведь еще девятка, и еще какие-то перемены. Видимо, в октябре будет много событий, информации, может быть, много людей могут вас, ну, уговаривать на что-то или чтобы вы согласились, склонять словно вас к чему-то. А нам говорят, держись, ну вот, наверное, за таким визуальным как бы забором, да, из 9 жезлов человек стоит, все абсолютно держит под контролем, но по нему не скажешь, что он с места в карьеру куда-то бросается. И пусть в этой колоде карт таким геройно воином сильным изображен, например, в классической колоде Таро там стоит воин, который с перевязанной головой. О чем это говорит? Уже каких-то шишек набил. Второй раз грабли не надо искать. Вот этот смысл, то, что у нас есть опыт, он нам дает абсолютно точное видение, каким делом надо заниматься, а какого надо избежать. Или как поступить в той или иной сложной ситуации. Это не есть неожиданности, как будто мы так немножко обособляемся, но мы готовы к этим самым неожиданностям или то, что в любой момент что-то может меняться. Нас не должно ничто застать врасплох, ни как плюс, ни как минус. Что же происходит на оси отношений для вас, мои дорогие? Девятка жезлов будет какое-то, может быть, событие или сама по себе новость, или будет какое-то предложение для вас, или, может быть, как решение. Хотя больше по 8 жезлов я бы сказала так, что информация какая-то приходит к нам, и мы должны куда-либо отправиться. У кого-то это, правда, совпадет с дорогой, или, может быть, отношения, если вот что у вас сейчас наиболее активно в преддверии еще октября проигрывается, у кого-то ведь это уже есть предпосылки вот этих перемен, кто-то из вас может чувствовать. И вполне вероятно вот по той интересующей вашей сфере жизни, где у вас сейчас словно, может быть, болевая точка, вы получите известие. Или вас это на что-то словно подвигнет, или нужно будет откликнуться, или словно проработать вот какую-то тему, задачу, может быть и так. Но давайте мы спросим так вот в целом про отношения, если чего это может касаться. Правда, перспектив? Посмотрите, по 3 жезлов это карта будущего, карта прогресса. От чего-то мы не должны тут отказаться. И если мы говорим 8 жезлов, есть такое значение, что мы сегодня как будто должны вовремя откликнуться, может быть, сообщить что-то о своем решении, от чего-то не отказаться. Если мы, скажем, подумаю завтра, то тогда завтра нам ничего не предложат. Хотя в то же время по 3 жезлов еще человек куда-то не спешит, он не едет, он стоит, он как будто в ожидании. Может быть, для вас так проиграются переезд какой-то или новая работа, когда вы ожидаете приглашения, и как будто тогда вы получаете. Может быть, не обязательно конкретно работы, а еще какая-либо сфера отношений. Это как и социум, это ваше ближайшее окружение, или родственники, или ваша семья. Но есть какая-то составляющая в виде информации, новости, которую, или документов, кстати, вы можете просто ожидать. И вот какой-то период вы словно находитесь в этом состоянии ожидания. Но если нам выпадает 8 жезлов, определенно вы получаете какой-то итог, известие, оно будет. Что по финансам? А здесь по справедливости. Мы с чем-то не должны просчитаться, мы не должны участвовать в сомнительных сделках, мы не должны где-то нарушать закон, ни в малом, ни в большом. Для кого-то из вас это будет означать, если у вас вопросы в суде, правда. Предусматривается, что мы, может быть, от какой-то части, толики там можем отказаться, чтобы сохранить что-то большее. Вообще по финансам эмоциональное равновесие как будто для вас, ну, будет в плюс, может быть, придется держать его. Давайте я еще спрошу, что еще, какова тенденция по финансам? Ожидание какой-то связи с финансами может быть. И хотя деньги нам говорят, есть какая-то все равно в любом случае для вас стабильность, но может быть то, что касается какого-то прогресса в деньгах. Может быть и ожидания. Или могут быть какие-то задержки. Или могут быть задержки в изготовлении тех или иных документов для кого-то, для поездки куда-то. Или переезда куда-то. Значит, по справедливости, без эмоций, правда. Если вы на что-то не влияете по 7 пентаклей, нам говорят, наберись терпения и жди. Потому что есть те вопросы, которые мы сколько ни форсируем, ничего не получится. Давайте мы узнаем, что нам будет помогать. Что для вас в плюс?
Правда, какая-то ситуация, словно, ну, по судьбе, назовите это так. Карта Иерофанта нам всегда говорит о том, что как запланированная в небесных скрижалях какая-то данность или, ну, какая-то обстановка вокруг вас, или то, что вот нам именно эти уроки надо жизни пройти. Все же Иерофант– это учитель. Хотя мы можем находиться как с позиции учителя, так и ученика. Но изучение какого-то вопроса, наше продвижение, когда мы не стоим где-то на месте, изучаем, правда, какие-то науки или что-то по своей должности, как-то мы развиваемся, или если вы занимаетесь ремеслом, значит, все равно где-то есть какое-то усовершенствование. Нам вот именно изучение придает вот эти вот ключи, как будто ключи от волшебных дверей, которые перед нами открывают новые возможности. Может проиграться еще и как что нам помогает. Нам буквально помогает, когда мы действуем сообразно закону, как я сказала, с учетом у вас еще и карта справедливости. И не только закону мирскому, есть еще и вселенские какие-то правила, законы или то, что принято мы называем, да, традиции. Вот соблюдать как и закон, так и традиции. И то, что, может быть, вот в той местности, где вы живете, на уровне, ну, ментальности принято вот именно. Вот это все нам будет помогать. Это для вас будет плюс. И есть какой-то прогресс в изучении. Вот это все помогает. Значит, если какие-то мы правильно оформим буквально документы, подождем, если это необходимо. Признаем какую-то власть, признаем иерархию. Нам это тоже где-то помогает. Не будем спешить. Посмотрите, об ожидании и последующих переменах говорят несколько карт. Значит, куда-то себя, вот знаете, тормошить точно не стоит. Тем более будут и в этих ситуациях, как и колесо фортуны. То есть, словно жизнь течет ровно, гладко, и наступает какой-то момент, когда все переворачивается. Вот такое может быть. Причем дважды. Сначала колесо фортуны, как старший аркан, ближе к лунному затмению выпадает. Ну и в целом-то нам восьмерка жезлов тоже говорят, карта информации, я уже сказала. Но тоже, получив информацию, не значит, что мы прямо сию секунду к чему-то приступаем. Вот как-то осмысленно. Давайте, что дальше или совет от карт. Логика, рационализм, но от чего-то и придется, может быть, отказаться. Может быть, делать какой-то выбор. Это у нас про образ Юдифи, и поэтому нам будет помогать, если мы не будем распространяться, что мы собираемся делать дальше. Нам будет помогать иногда эта карта учителя, когда мы готовы учиться, когда мы готовы принять какую-то реальность, даже если она нам не очень нравится, но более хладнокровно, наверное, относиться к любой ситуации. И очень интересно, обратите внимание, нам первая карта выпала, я вот сейчас вам покажу. У нашей героини бледное достаточно лицо даже на девятке пентаклей. И здесь, несмотря королева мечей, посмотрите, какие бледные обе героини. Нет эмоций. Вот это нам, наверное, в целом как и помогает, так и видим по ситуации. Не берем реванш, куда-то не торопимся. Сначала просчитаем, как будто исключить какой-то риск. Или просчитаем, как я уже сказала, как мы будем выходить, если вдруг окажемся, надо вроде бы как проиграть что-то, в чем-то проучаствовать. Но если что-то пошло не так, нужно иметь запасной аэродром. Это точно. Давайте мы узнаем, ну вот как карты видят вообще разворачивающиеся события или какое решение, вот если вы стоите перед выбором, да, какое решение, к чему больше склоняются карты, нужно принять или что рассмотреть? Возможности, от чего-то не отказаться. Смотрите, туз жезлов, вот как будто нам что-то предложили, а мы говорим «да». И это мы не делаем афиши среди, может быть, даже наших знакомых, там, нашего круга общения. Мы от чего-то не должны отказаться. Может быть, это как с новостью приходит или с каким-то предложением. Может быть, это ваше решение, как инсайт. Но здесь мы больше со знаком плюс. Мы здесь что-то не рвем. Посмотрите, ни одной карты, которая бы сказала, может быть, и захочется кому-то. Тут ведь на оси между этими двумя затмениями как раз и проигрывается какая-то, ну, как разрушительный мотив, когда нам захочется кому-то сказать «нет», нам захочется от чего-то отказаться. А карты все говорят «подожди».
Вот, ну, не видишь ты какой-то ситуации. Может быть, замороженная ситуация или что-то застревает словно, не быстро развивается. Так если ты думаешь, что ты сейчас быстро примешь решение, кому-то скажешь «да» или «нет», ты ничего не ускоришь. Создашь только еще больше проблем. Мы от какого-то успеха не должны отказаться, мои дорогие. А видим мы тут как-то по-разному. Поэтому вот и не спешите, наверное, как нам говорила девятка жезлов. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы и любимы всегда.